Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Это видео получилось длинным, так как я буду подробно показывать все этапы работы, чтобы вы с легкостью могли повторить этого ангелочка. Ну а если возникнут какие-нибудь вопросы, я обязательно отвечу на них в комментариях. Для начала нам нужно подготовить форму для заливки шпаклевки. Я взяла пакет от косметических спонжей. Можно использовать пакет от спагетти или коробочку от зубной пасты. Отрезаю лишнюю ширину и низ завязываю канцелярской резинкой, чтобы получилась форма конуса. Финишную шпаклевку развожу водой до консистенции густой сметаны. Нужно, чтобы шпаклевка немного затвердела и можно было ее вытащить из пакета. Как видите, шпаклевка еще сырая, и ей можно легко придать нужную форму. Опять оставляем нашу основу подсохнуть. Нарезаю ножом более мелкие грани, придавая красивую фактуру, чтобы ангел не выглядел просто гладким, как заводская гипсовая отливка. Прикладываю основу к листу и рисую шаблон крыльев. Я ориентировалась на размер и форму бутылочки, из которой буду их вырезать. Лучше выбирайте более простые формы, потому что пластик режется не очень легко. Теперь прикладываю шаблон и намечаю место, где будут крепиться крылья. И выравниваю ножом, делая поверхность плоской, чтобы крылья лучше держались. Беру бутылочку от шампуня из плотного пластика и перевожу на нее шаблон. После вырезания нужно зашкурить неровности наждачной бумагой или пилочкой. На самих крыльях тоже отмечаю место склейки со спиной. Декорировать крылья буду в технике яичного кракле. Наношу клей Момент Crystal. Прикладываю скорлупу небольшими кусочками, надавливаю и отодвигаю получившиеся осколки. Для этого берем скорлупу от сырых яиц, снимаем внутреннюю пленку и промываем холодной водой с моющим средством. Оклеиваю так крылья с обеих сторон, оставляя незаполненным только место склейки. После высыхания клея крашу акриловой краской молочного оттенка. И подчеркиваю рельеф масляной пастелью. Можно полусухой кисточкой нанести коричневую краску. Добавляю в глянцевый акриловый лак немного бронзовой краски и серебристой пудры и покрываю крылья. Голову ангелу делаю из воздушного пластилина. Можно использовать любую самозатвердевающую массу для лепки, например, соленое тесто. Для рук нам понадобится толстый шнурок или бельевая веревка. Но у меня нашелся только тонкий, поэтому я скручиваю его в 2 раза. Теперь оборачиваю его хлопковой тканью.
Делаю надрез под углом, это у нас будет плечико. Окунаем в шпаклевку и распределяем равномерным слоем. После высыхания убираем лишние неровности. Тщательно промазываю детали строительным ПВА и фиксирую резинкой на время сушки. Обматываю плечи ниткой, чтобы они плотнее прилегали к туловищу. Приклеиваю голову из воздушного пластилина и укрепляю ее проволокой. Еще решила подклеить руки кусочком ткани, чтобы точно все держалось крепко и ничего не отвалилось. Смешиваю ПВА с акриловой краской и грунтую всю поверхность 2 слоя. Вы можете украшать ангелочка по своему желанию. Можно использовать пуговицы, полубусины, нанести текстурную пасту через трафарет. В общем, как подскажет ваша фантазия. Я хочу сделать минималистичного ангела и буду использовать только объемное кружево. Голову крашу краской молочного оттенка, а туловище кофейного. Я выбрала такие нейтральные цвета и декор, чтобы ангел подходил для повседневного украшения интерьера. А если вы решите сделать такого ангела, например, к Новому году, то можно украсить его стразами и блестками. После окрашивания грани слишком сгладились и стали почти незаметны, поэтому я прорезаю их еще раз. И подчеркиваю рельеф масляной пастелью. Можно нанести краску полусухой кистью. И покрываю всего ангелочка акриловым глянцевым лаком. А на прорези и на кружева наношу лак, который мы тонировали для покраски крыльев. Волосы тоже делаю из воздушного пластилина и приклеиваю его на клей ПВА. И рисую пряди зубочисткой. Чтобы придать волосам красивое сияние, в лак добавила немного бронзовой краски. Из тонкой проволоки скручиваю нимб и покрываю его тем же лаком.
Наш ангелочек готов. Надеюсь, он вам понравился, и вы обязательно захотите сделать себе такого же. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, ставьте лайк и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.